Короче, самая любимая моя часть дня — это утро, потому что у меня зарезервированы 2 часа наедине с собой, и я по-всякому экспериментировал. И мне вот понравилось, когда утром есть прогулки, пробежки или весенние на турниках, вот сходить в какое-нибудь красивое место, куда-нибудь заехать. И вот в целом 2 часа мне достаточно, особенно если я бегаю и занимаюсь на улице воркаутом, вот более чем. Я приезжаю прям абсолютно немножко уставший, довольный, музыку хорошую послушал. Я музыку специально слушаю, какую-нибудь классическую, джаз, там что-нибудь такое. Заметил, что музыка немножко радует, и это перерастает в хорошую привычку. Ну а самое главное во всем этом, все мысли о работе, о каких-то там делах, созвонах, переговорах, они приходят в порядок. То есть они вот прям упорядочиваются, и появляется какая-то вот какая-то идея после этого всего, что конкретно сегодня сделать. Так что вот не сидя за бумажкой и чертежами, а вот на пробежках. Смотрите, какая плачущая ива, это же вообще капец. Когда вы последний раз видели плачущую иву? Никогда. Вот смотрите, какая вообще огонь. Не дерево, а просто пушка-бомба. Ну вот я и закончил 6-километровую пробежку, это заняло у меня где-то час. А теперь вот пришел на площадку, потому что по дороге домой позаниматься, повисеть, смотрите, тут всякие там штанги есть, всякие прикольные приколюхи. Оно прям рядом, и на территории школы находится, тут никогда никого нет. Вот. Почему я вообще рассказываю вам про спорт и начал вообще рассказ о спорте, а не то, что вот я сижу утром, просыпаюсь, там дисциплина, календарик, сейчас будем работать. Почему вот так? Потому что я опытный. И со временем я пришел к мысли, что не так важно, как ты въебываешь, вот, сколько у тебя там работ, сколько у тебя денег, как важно, чтобы у тебя с утра было много энергии. В течение дня она так немножко опускалась, и к концу дня ты не оставался в минусе. Потому что если у тебя к концу дня будет минус энергии, то рано или поздно ты очень сильно выгоришь, устанешь, и тебе будут не важны ни деньги, ни там поездки, ничего. Будешь искать соломинку, как бы так вот ожить хмурной каждый день. И погулял, и позанимался, и музыку хорошую послушал, и настроение поднялось. Все, а теперь можно идти кушать, обязательно нормально покушать. Жизнь город до Петра. Все равно у меня микрофон, тебя не слышно. Та-ра-та-та. И была вообще идея, что готовить это очень плохо. Не то, что там девушка должна готовить или кто-то должен готовить. Просто была идея, что нахер вообще готовить, когда есть специально обученные люди, которые неплохо умеют готовить за деньги. Заказывать еду на дом, там, максимально с протеином, максимально разнообразную. Но со временем я заметил, как мои друзья просто за минут 15 дома успевают сделать вкусный себе завтрак, обед, ужин, салатик какой-нибудь. Все сбалансировано, все разнообразно. И у них уходит очень мало времени, просто 15 минут. Это и дешевле, и быстрее, и вкуснее, и можно контролировать там калории, там белки. В общем, я на это все посмотрел и решил научиться. И вот последние 2 месяца я стараюсь регулярно сам себе готовить. Ну, конечно, я вот сейчас сдал целую комнату Оксане. Вот. Она, конечно, кушает вкусняшки, покупает всякие штуки. И это мне мешает правильно и аккуратно готовить и кушать вкусную еду.
Ну ничего. Сегодня она пока спала, я успел вот побегать и начать готовить. Вот пока она там будет умываться, я успею все приготовить, и у нее не будет выбора. Ей тоже придется питаться более-менее нормально. Сюда привел. Раз мы целый день вместе, давайте проведу рум-тур и хотя бы покажу, как и где я живу. Собственно, кухня, вы ее уже немножко видели. Тут полным-полно всяких каш, вот, всяких там хлопьев. Вот, если вдруг вы любите каши, как я. Также холодильник, на нем много всяких прикольчиков, иногда пишем мелочком всякие прикольчики. Леонардо Ди Каприо, который постоянно смотрит и подсказывает мне, что делать. В холодильнике можете заметить кефир, яйца, ну, в целом обычная еда, которую ем каждый день. Вот. Помимо кухни, есть продолжение кухни. Это балкон, на котором в целом мы принимаем завтраки, обеды, ужины. Вот. И, ну, короче, место такого обдумывания. Вот там внизу, можно обратить внимание, живут богачи, у них у многих квартиры размером с этаж или 2 этажа. Короче, за $1 и больше, поэтому можно прекрасно любоваться, как они там живут. Виден весь Минск, абсолютно весь, почти на 360 градусов. Вот, там работает президент, видите флаг? Вот, там президент и работает. Там мечеть, да, единственная, наверное, в городе. Так что вот так. Место, где можно покушать, поразмышлять, подумать о всем своем. Короче, едем дальше. Здесь у нас такой же обычный туалет с большим зеркалом. Потому что с собой надо любоваться, как-то, не знаю, прихорашиваться. Тут вот куча всего есть для того, чтобы привести себя в порядок и выглядеть немножко получше. Ванна, душ, ну, как бы, типа... Я думаю, что без ванны не очень хорошо жить, поэтому есть ванна, потому что в ванне приятно что-то помыть, когда что-то грязное, но не в душе же. Вот. Обычный туалет, но тут самое главное, смотрите, тут есть Рик и Морти, еще одно зеркало достаточно большое, чтобы опять себе сказать приветик еще один раз. Вот, как-то так. Людям непривычно, потому что в этой квартире достаточно длинный коридор. Смотрите, какой длинный. Почему он такой? Во-первых, потому что, чтобы были зоны разделены, был какой-то вакуум, и не так шумно было, когда ты делаешь что-то в разных комнатах. Бум. Есть большая комната, где живет Оксана. Вот, я ее сдаю, поэтому мы быстренько посмотрим на книги. Посмотрите, вот много книг. Я их все читал. Мне нравится читать Фрома, Ялом, ну, короче, психология, философия и всякие книжки про полезные какие-то штуки. Вторая большая комната, если на нее посмотреть, то можно увидеть большой диван. Угловой диван никогда не покупайте, это ужасный диван, я его хочу продать и выкинуть. Вот, есть телевизор. В целом эта комната на сегодняшний момент используется только как джаз-дэнс комната, фитнес-зал и все такое. Вот, больше никак не используется. Тут хранится самокат, есть PlayStation, есть прекрасный вид на другую часть Минска, на железную дорогу. Ее не слышно, и это хорошо. Когда ты один, не так хочется жить в большом пространстве, поэтому я нашел себе комнату поменьше. Вот, ее оборудовал. Вот мой хакер-спейс. Смотрите, тут есть немножко Шри-Ланки, настолки, фитнес, всякие штуки, коробочки, сноуборд, лежанка. Еще больше книг, миллиард журналов по всяким бизнес-темам. Вот. Это что касается какое-то оборудования и само рабочее креселко программиста. Да, с 3 светами, тут и вот здесь, для того, чтобы даже если очень темно и вообще весь свет выключить, чтобы было тоже прекрасно
прекрасно можно было работать. Чуть что, есть еще на потолке свет, чтобы вот на 100% было вообще великолепно. Обращаю внимание, что здесь нету монитора, и не просто так, потому что в моей голове очень простая штука. Вот эту всю часть можно собрать, засунуть в чемоданы, которые стояли в другой комнате, и куда-то уехать. А если надоело работать в этой комнате, то можно взять просто тупо ноутбук и пойти в любую кафешку, в любой ресторан. И от этого не хочется отвыкать. Можно сделать, конечно, классный дизайн, классный ремонт, вообще просто укатать все в мониторы. А мониторы у меня есть, они вот тут в кровати лежат, спрятанные, потому что, ну, я не знаю, я не любитель вещи продавать. Вот. Как-то так. Ну вот, закончились мои такие регулярные созвоны. В целом, в последнее время я частенько созваниваюсь по 2-3 часа в день с разными ребятами, обсуждаем в целом, ну, некоторые вопросы. Смотрите, компания маленькая, молодая, молодежная, и приходится созваниваться с рекрутерами, обсуждать, кого нанять, кого уволить, бюджеты, кому повысить, кому понизить зарплату, решать какие-то такие вопросы. Отдельно с командой технической разбираться, какой сервис нам надо запилить, в какой последовательности, стоит ли этот сервис сейчас пилить, можно ли его как-то сделать супер дешево, быстро и решает ли он какую-то проблему, вообще какие сервисы нам надо пилить и погружаться в отдельные каждые сервисы, общаться с разными ребятами. То есть у меня сейчас есть 3 продукт-оунера, которые принимают решения по продуктам и уже там дальше подразруливают. Плюс есть еще владельцы бизнеса, да, то есть у них есть тоже свое видение и своя скорость работы. То есть иногда они прибегают и говорят: слушай, мы там продали, ого-го, сейчас денег заработаем, надо только, чтобы вот вы еще там пару сервисов бахнули. Нужно узнать, когда, кому, чего. И последнее время вот беспокоит отдел поддержки, да. У них там то клиенты жалуются, то что-то не то происходит. Ну, короче, что-то где-то рассыпается, и нужно это все как-то вот так вот синхронизировать, чтобы у людей в каждом процессе был вот фокус внимания на чем-то одном. И это вот переговоры, созвоны. Конечно же, в идеале было бы неплохо пойти в офис, взять фломастер и быстро там что-то рисовать, это было бы быстрее. Но современные технологии, зумы, онлайн-работа, вот видите, катаюсь на кресле дома, немножко устаю от этого. Если спросите про код, пишу ли я код, ну, редко. Только на курсах своих, когда что-то объясняю или надо разобраться в сервисе. Я больше читаю, чем пишу сейчас, потому что просто тупо нет времени, и задачи, которые я решаю, они больше и ближе к деньгам, и риски, да, то есть можно писать код и решать баги, а можно решать бизнес-проблему. И вот я сейчас больше бизнес-проблемы решаю, но все зависит от компании и уровня компании. У нас сейчас маленькая компания, вот такая вот крошечная. Опа. Хоп. Хоп. Какими инструментами пользуюсь? Это GitHub, почитать код, посмотреть там. Вот. Второе, это Excalibur. Я вообще люблю вот эту штуку, просто обожаю. Она мне заменяет вот эту доску с фломастерами, и я могу быстро что-то накидывать и мышкой, и там рисовать как-то. Ну, короче, просто накапливаю эти схемы. Пока развивается проект, у меня есть срезы, как принимались решения, что мы хотели, что мы получили. Всегда можно откатиться назад, посмотреть. Ну, короче, я ее использую вообще регулярно и супер быстро уже рисую в ней схемы. Я обычно пользуюсь еще вот этим Google Excel, драйвом, Google драйвом. Заношу им денег, но у меня тут все по папочкам разложено. И если раньше я пробовал использовать там условно Notion и говорить типа, блин, надо модное, там Asana, там еще что-то. Например, кому-то на работе что-то объясняешь, или кто-то что-то объясняет, и почему бы это не записать, раз мы все равно все онлайн сидим. Вот. И в Google Диске это удобнее, когда мне там видосы по несколько гигов или там десятка гигов, мне проще занести там $20-30
и залить там в мой терабайтное хранилище вот эти все видосы и артефакты, и хранить их рядом с Word, с пояснением, что там происходит, еще Excel-таблички с финансовыми моделями, что, куда мы, как делаем, с какими-то роудмапами, мне просто тупо удобней. И, наверное, из инструментов еще использую блокнотик. Вот, в него записываю, что мне нужно сделать просто текстом. Если раньше я тоже заморачивался, делал какие-то туду-листы, какие-то чек-листы, чтобы смотреть в разных программах, то со временем я понял, что в целом мне ничего не нужно, мне нужно просто видеть текстом пометки, что я хотел сделать, и я просто делаю их по списку, и все. Календарь. Еще часто пользуюсь календарем и выставляю митинги в календарике. Я пользуюсь Outlook'ом, потому что там удобнее видеть все календари в одном срезе, потому что я не могу быть на 3 митингах одновременно, и приходится с людьми договариваться, если я вижу, что митинги накладываются. Но Outlook мне показался максимально удобным, поэтому пользуюсь им. По коду еще для разработки часто используется Figma у меня, потому что в Figma я там все ревьюю, но я не рисую в Figma сам, потому что для меня этот инструмент не очень быстрый. То есть я могу быстрее нарисовать в других инструментах, чем в Figma. Вот. А для кода я сейчас использую Visual Code, потому что он уже очень крутой, он прям реально классный. Было время, я сидел, покупал платную версию WebStorm, но со временем я понял, что WebStorm это, конечно, весело, удобно, все дела, DataGrip, все здорово, но просто, сложновато с компанией выпросить деньги, давайте честны, так бы я DataGrip'ом пользовался, сам WebStorm не особо мне нужен, потому что Visual Code, он все-таки удобнее для меня. Понял, что нужно пройтись. Голова перестала работать. Самое время куда-нибудь сходить на полчасика, проветриться. Неважно, кафешка, еще что-то. И невзирая на то, что работаю дома достаточно долго, предпочитаю все равно попытаться нормально одеться. Это своего рода игра. Да? То есть от этого тоже получаю какое-то свое удовольствие. Но есть вещи, которые остаются за кадром. Давайте про них тоже немного расскажу. Сегодня ко мне приезжал массажист, у меня диафрагма забилась, не работала. Я попросил ее разработать, и заодно разработать некоторые мышцы, которые, в целом у меня никогда не работают. Массажист попросил его не снимать, поэтому мы, как честные люди, его не снимали. Постоянно идет еще порядка 5-10 диалогов во всяких разных соцсетях с разными ребятами. И несколько процессов, связанных с запуском моих курсов и Ютубом. То есть у меня есть ребята, которые мне помогают, поэтому я не все делаю один. Как и Варламов. Смотрите, как красиво. Ты такой приходишь, такой вау! Это что? Это старый город, это старый Минск, такой как красивый, как новый, как будто. Да, все правильно, это новый Минск, который недавно построили. Смотрите, какой кирпич новенький, молодежный. Кафешки тут всякие прикольные. Я вместо получаса погулял уже целый час. Ух ты! Наглость. Но за это время успел в кафешке порешать ряд вопросов, связанных с визами и документами, которые как раз хотел все равно идти решать. И успел решить вопрос с туристической визой в Америку. Оказалось, тоже не все так просто в моем случае, потому что надо очень теперь аккуратно подогнать ту анкету, которую я заполнял раньше, к той анкете, которую я буду отправлять сейчас.
после созвона с маркетологом, на который я уже опаздываю, а мне нужен компьютер, потому что там Excel-ки и все, что нужно для обсуждения рекламных кампаний, интеграции и всей нашей маркетинговой стратегии. Вот, надо все успеть. Да, вот такая взрослая жизнь. То есть вышел покушать пироженку, порешал ряд вопросов, попереписывался, поперезванивался. А теперь срочно к компьютеру, потому что я не готов был так долго все это решать. Но все равно это было важно, потому что это было запланировано в делах. Теперь быстренько домой, дорешать остальные кейсы. Ну что, вот такой вот день был. Тут прибежала Оксана, и мы начали дальше советовать людям переезжать в Америку. Оксана тоже собралась в Америку, правда? Куда ты собралась? В Нью-Йорк. А зачем? А что в Нью-Йорке? Там развитие. Вот, так что Оксана собралась в Нью-Йорк обеспечить развитие, и тут мы на телефоне начали советовать развиваться всем остальным, и так что если вы вдруг случайно попали в этот видос, хорошего вам дня. Все с ним в порядке. Близнецы. Прикинь, я их соорудил в свои годы. Одним коктейлем меньше, правильно надетый презерватив, и его здесь не было. Так что за коктейли. Так вот, какая твоя жизнь? Неплохо, да? Красивая жена. Красивые дети. Джои поливает какашку. Это странно. Но это красиво.